Этот выпуск сделан в том числе благодаря вашим донатам. Если хотите поддержать канал, ссылки на соответствующие сервисы в описании и закрепленном комментарии. Спасибо. Dans nos yeux agrandis ne passait nulle peur, car la jeunesse rit quand l'enfance se meurt. Азнавур пытается казаться артистичным, но его попытки выглядят слишком навязчиво и даже немного комично. Этот молодой человек с его низким ростом, слишком крупным носом и странной манерой двигаться совершенно не вписывается в образ французского шансонье. Париж видел, как он родился и как проявился его талант. Когда я произношу его имя, я вижу его взгляд. Голос Азнавура — это и романтика, и меланхолия, и тоскливая радость. Мы все знаем его песни наизусть и передаем их из поколения в поколение. Ведь Шарль — символ Франции и Парижа. Он олицетворял их дух. Первое высказывание принадлежит критику, чья деятельность, как и имя, были размыты временем. Второе — мэру Парижа Ан Идальго. Эти цитаты разделены 80 годами. Примерно столько длилась профессиональная карьера Шарля Азнавура. В чем же главный секрет его пути от насмешек и унижений до звания символа и поклонения? У меня есть два ответа. Первый скорее шуточный. Это всего лишь следствие эволюции отношения французского общества к мигрантам. Второй, он же главный, проистекает из слов самого Шарля. «Я вышел из народа, который не жил, а выжил. Я люблю жизнь и буду любить ее до самой смерти. У всего есть конец, но я не могу решиться написать это слово. Пусть жизнь сама сделает это за меня». С человеком теоретически может случиться и Эдит Пиаф, и парижский зал Олимпия, и дебют в фильме «Головой об стену». Но только с тем, кто способен найти внутри себя опору, которая позволит не останавливаться и не переставать пытаться на протяжении 10 лет насмешек и непризнания. Это история о том, как заставить мир услышать себя, даже если твой голос звучит так, будто вот-вот оборвется. О том, как заслужить обожание миллионов, не обладая ни внушительным ростом, ни яркой внешностью. Как подняться на вершину, когда единственное, что у тебя есть, это безграничное упорство и любовь к жизни, которые стали твоим ответом на ту ее отвратительную сторону, которой она к тебе повернулась. В этом видео мы постараемся взглянуть на Шарля Азнавура свежим взглядом, увидеть не нарядный памятник, а человека с его парадоксальностью, ошибками, болью и, конечно, триумфами. Я смутно помню, что было в прошлом месяце, зато планы на 20 октября 2018 помню прекрасно. Я собирался в Киев на концерт к человеку, который сам знал, каково это не помнить всех деталей прошлого месяца, зато очень легко мог воссоздать какую-то малозначимую и мелкую, но очень раздражающую его деталь в поведении одного из любовников Эдит Пиаф, обнаруженную еще осенью 1948-го. Это выступление стало бы продолжением почти 80-летней карьеры человека, который дарил армянам вдохновение, сопоставимое с видом на Арарат. 1 октября, за 19 дней до концерта, наш французский Арарат укрылся за облаками. Думаю, у нас у всех тогда совпало первое чувство и первая мысль. А вторая мысль была, как здорово, что он успел научить стольких людей надежде и, что не менее важно, утешению. Это Баграмян 25, меня зовут Гарик Акопян. Ваши лайки, подписки и комментарии помогут сделать такие видео регулярными, поэтому не стесняйтесь, пожалуйста, проявите активность и продолжим. Париж, 22 мая 1924 года. На свет появляется мальчик, которому предстоит прожить несколько удивительных жизней. В первой из них он растет в шумной, пыльной комнате эмигрантского квартала, где стены слышат больше армянских песен, чем французских слов. Его отец, Мамикон, или Миша, как его называли, держал скромный ресторан, где пахло жареным мясом, специями и мечтами о лучшей жизни. Вся их семья была так или иначе связана с музыкой. Мамикон с самого детства представлял себя артистом после того, как впервые попал в цирк. Мать страстно любила музыку и театр, благодаря чему, в общем-то, и познакомилась со своим мужем, а ее имя, Кнар, по-армянски означает «лира». Музыкой занималась и сестра Шарля, Аида.
С юных лет они вместе выступали. Вот цитата из ее книги. В 1923 году мама снова была беременна. Закрыв ресторан, Миша и дед вместе с самыми близкими друзьями отмечают эту чудесную новость. После второй рюмки они единогласно решают, что родится непременно дитя мужского пола, а после 11-й, что он прославит род Азнавурянов на весь мир. Так, найдя истину в вине, они предсказали будущее Шарля. Родители и Аида имели статус апатридов, то есть людей без гражданства. Шарль, единственный из семьи, был французом с рождения. Денег не хватало, а французы смотрели на армянских эмигрантов как на людей второго сорта. Чтобы выжить, семья жертвовала всем. Иногда Шарлю приходилось бросать школу, чтобы помогать родителям, или прятаться, когда приходила полиция. Но, как это часто бывает, трудности закаляют, и из этой бедности рождались первые искры его таланта. Все началось с театра. Родители тянули Шарля за руку на любительские постановки, в зале было больше стульев, чем зрителей, но это не важно. Там он впервые увидел, как слова могут заставить людей смеяться и плакать. Его завораживали сцена, свет прожекторов и магия, которая превращала простые истории в чудо. Именно тогда он решил, что станет артистом. Первые выступления были в уже упомянутом ресторане кавказской и русской кухни. Он читал стихи, пел и играл на скрипке. Тогда же с легкой руки Мамикона фамилия Азнавурян была сокращена до более привычного французскому уху Азнавур. Есть такая легенда, что все дело в созвучности окончания фамилии с французским «вурьян» – «вы ничто», и, мол, это использовали их конкуренты по ресторанному бизнесу. Париж захватили нацисты. Семья Шарля, несмотря на опасность, прятала евреев и помогала сопротивлению. Это было смело и с какой-то стороны безумно. Защищать слабых, даже когда сам едва стоишь на ногах. Что стало с теми армянами, русскими, азербайджанцами и людьми из других советских республик, которым помогала наша семья? Мы больше ничего не слышали о них. Говорят, что солдаты, попавшие в плен, закончили дни в ГУЛАГе. Отец всех народов весьма своеобразно отблагодарил своих детей. Детство, полное лишений, юность, прошедшая под гнетом войны, историческая память о народной трагедии и пример несгибаемой стойкости родителей. Все это не просто закалило Шарля. Оно создало человека с удивительным внутренним стержнем, который невозможно было сломить. Каждая потеря, каждое унижение превращались в уроки, а каждый небольшой успех – в шаг к мечте. Как долго вы готовы стучаться в закрытые двери ради какой угодно цели? 1 раз, 2, 5, 10, может быть несколько лет? Азнавур целенаправленно шел к своему признанию 10 лет. В чем разница между гением, опередившим свою эпоху, и неудачником, который привык к роли аутсайдера и не хочет из нее выходить? В моменте они очень похожи друг на друга, но когда время немного изменится и появится окно возможностей, первый будет к этому готов. И после этого его уже не остановить, потому что то, что для других будет испытанием, для него награда. Париж, конец 40-х, в одном из уютных кабаре, скрытых в лабиринте узких улиц, где пахло дешевым вином и табачным дымом, двое молодых музыкантов, Шарль Азнавур и Пьер Рош, выступали перед небольшой, но разнообразной публикой. Et ça me rend fou, toutes ces pièces de 10 francs, ces pièces de 20 francs venues de n'importe où, et je vous le dis entre nous, toutes mes poches ont des trous, de minuscules trous, et même d'immenses trous. Их дуэт назывался просто «Рош и Азнавур». На сцене чаще солировал Рош с его бархатным, уверенным голосом. Голос Шарля, что называется, еще себя искал. Зато он писал стихи и музыку, часто находя вдохновение в самых простых историях жизни, вплетая в них драму, нежность и юмор. Это и была та самая живость, которая в определенном смысле опережала время и отличала его от других. Дуэт с Рошем, который изначально задумывался на пару недель, продлился 7 лет. Это были годы экспериментов, поисков и случайностей, которые меняют жизнь. Одна из них произошла в ту самую ночь, когда в кабаре вошла Эдит Пиаф. Она просто хотела выпить бокал вина, но задержалась. Песни Шарля пленили ее своей искренностью и неподдельной простотой. Ночь пролетела в разговорах. Ты еврей? Нет, армянин. Это как? Долго объяснять. Ну, если долго, тогда не надо. На утро Эдит предложила 2 товарищам отправиться с ней в турне по Франции. Это было настоящее чудо, не иначе.
Правда, турне это закончилось довольно быстро, дальше ей нужно было лететь в Америку на следующие гастроли, и здесь уже все могло оборваться. Некоторое время, конечно, было сложно Азнавуру найти смелость для этих слов, но в итоге все-таки он, робея, спросил, не хочет ли она продлить с ними контракт. Она удивилась, вскинула брови и сказала, ну конечно, давайте лететь со мной, но деньги вам придется достать самостоятельно. Она увидела во мне то, что я сам еще не разглядел, скажет Шарль много лет спустя. В дороге он учился всему, как держаться на сцене, как слышать музыку в тексте и, главное, как сохранить и подчеркнуть свою уникальность. Пиаф часто повторяла: Любой текст имеет собственную мелодию, плохую или хорошую, главное ее расслышать. Благодаря ей Азнавур научился интерпретировать песни так, что они становились личными историями. Одна из таких песен — «Жезабель». Такое наставничество стало не только школой, но и проверкой на прочность. Турне, ежедневные выступления, напряженный график – все это закалило Азнавура. Именно тогда его вокал обрел ту уникальную выразительность, которая позже покорила миллионы. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. Его манера никак не ограничена временем или пространством. Его глаза, лицо и голос создают ощущение чего-то хрупкого, такого тонкого жизнеутверждающего луча, который вот-вот прервется. Это создает ощущение, если угодно, саспенса. Именно поэтому может проникнуть сразу на нужную глубину и волновать людей по всему миру. Лучше всех это сформулировал писатель Жан Кокто. До Шарля Азнавура отчаяние было непопулярным. Я не был влюблен. Хуже, я был зависим от нее. Прошло несколько дней, и я узнал, что она чувствовала то же самое. Это выразилось в тексте простой телеграммы. Никогда не думала, что мне будет так тебя не хватать. И подпись: «Твоя уличная сестричка Эдит». До конца ее дней между нами была дружба, граничащая с влюбленностью. Было братское взаимопонимание, но никогда не было постели. Я вошел в ее странное окружение однажды вечером 1946 года, и с этого момента изменилась вся моя жизнь. Как ручейки вливаются в реки, я с открытым сердцем бросился в этот бурный и влекущий поток, который не мог не взволновать молодого человека, никогда прежде не встречавшегося с личностью такого масштаба. Шарль поддерживал воробушка, когда ее возлюбленный Марсель Сердан разбился в авиакатастрофе. Пересек океан, чтобы побывать на ее свадьбе с Жаком Пилсом. Пережил вместе с ней 2 автокатастрофы и многие годы мирился с ее импульсивным характером. Взамен Пиаф оставила его с носом. Зато с каким? С французским и намного более симпатичным, чем прежде. Ну, это как она считала. После развода с женой Шарль даже переехал к Эдит, что, конечно, породило множество слухов об их романе. Так продолжалось какое-то время, пока Азнавур не понял: пора сделать шаг из тени. Собрал вещи и ушел. Я очень любил Эдит, но ее образ жизни в конце концов утомил и меня. С этого момента начались очень трудные времена. Если ты больше не с Эдит, значит что-то с тобой не так. Многие отказались от сотрудничества, стараясь не навлечь на себя ее недовольство. Работа застопорилась, пластинки не продавались, а выступления отменялись. Говоря современными терминами, Шарля практически отменили. Подписать первый сольный контракт оказалось задачей почти непосильной. Целый год Шарль обивал пороги какого-то заштатного парижского клуба, теряя нервы, деньги и, наверное, часть веры в себя. Он снова стал бедным начинающим певцом, только на этот раз с багажом опыта и разочарований. Со временем события начали разворачиваться быстрее. Гастроли по Северной Америке, контракт с Мулен Руж, выступления в легендарной Олимпии, а затем мировая слава, переполненные залы и, наконец, полноценный триумф. Те, кто еще пару лет назад злословили, теперь наперебой пытались завести дружбу. У Шарля, как когда-то у Пиаф, появилась свита и свой опыт, чтобы к ней относиться с осторожностью. Он вспоминал, как однажды Эдит сказала ему: Запомни, бродяга, если у тебя начинают просить в долг или откровенно обирают, значит, ты на правильном пути.
Азнавур, кажется, это понял. Он научился улыбаться бедным родственникам и друзьям детства, которые теперь вдруг начали всплывать, возникать и сыпаться на голову. 11 декабря 1963 года не стало Эдит Пиаф. Они почти не общались в последние годы, она словно угасала, а он был занят своей карьерой. С уходом Эдит я потерял не только человека, который помог мне найти себя, но и часть моей жизни, часть моего сердца. В 1991 году Шарль совершил довольно важный шаг. Он приобрел права на издание многих популярных французских песен, в том числе на композиции самой Эдит. А еще спустя 25 лет он шуточно резюмировал: «Я жил с Эдит, с ней и ее любовниками, я знал практически каждого из них». Помимо нового носа, от воробушка Шарлю досталась кинокамера, подаренная еще в 40-х. С где-то 48 года по 82 Шарль наснимал очень много материала, этот материал копился и хранился у него, я так понимаю, что всерьез никто его не монтировал, аж до 2010-х, когда он передал все эти материалы своему товарищу Марку Ди Доменика, который смонтировал из них прекрасный фильм, который называется «Азнавур глазами Шарля». Et nous avions tous du génie. Шарль Азнавур создал более 1000 песен, и каждая из них — это отдельная история, прожитая им или подсмотренная в реальной жизни. Одной из самых знаковых считается «Богема». Эта песня — гимн ушедшей молодости и той беззаботной бедности, в которой он видел красоту. Еще вчера — это прощание с потерянными годами, а она — о любви, которая приходит однажды, но остается навсегда. Он пел на французском, армянском, английском, испанском, итальянском, русском, а в Германии его песня «Ты отпускаешь себя» уже давно стала культовой. Ich hab gedacht, du hast mich lieb, als ich für immer bei dir blieb. Wenn du nur still wärst, das wäre schön. Du lässt dich gehen, du lässt dich gehen. В 1998 году Азнавур был признан лучшим эстрадным исполнителем 20 века по версии журнала Time и CNN. Во Франции его называли Наполеоном шансона, и это звание звучало вполне заслуженно. Его песни запали в душу миллионам, а общее количество проданных альбомов — около 2 миллионов копий. Его музыка стала образом жизни и любви для людей по всему миру. Sur la table alors vous cesser vos chants qui résonnent. En attendant jouer, je te le redonne. Он поймал и зафиксировал в песнях множество мимолетных, но чудесных мгновений. Я не знаю, можно ли назвать меня хорошим певцом в классическом смысле, но для меня важнее всего выразительность голоса, как ты наполняешь песню жизнью. И он действительно умел оживлять песни, превращая их в интимные истории, близкие к каждому слушателю. Лучшие голоса мира — Синатра, Селин Дион, Мирей Матьё — почитали за честь выступать с Шарлем, петь с ним дуэтом, будь то на маленьких площадках или на огромных стадионах. Конечно, в основе таких дуэтов всегда лежали человеческие отношения. Шарль говорил, что мало того, что мы оба знаменитые и хорошо поем, нужно, чтобы мы нравились друг другу, чтобы вместе петь. Наверное, самый популярный такой дуэт — это когда они вместе с Мирей Матьё исполнили «Вечную любовь». Но лично мне больше всего нравится исполнение Нагила Хавы с Энрико Масиасом.
Вот так бывает. Критики говорят, с таким голосом не стоит даже подходить к сцене, а Pavarotti такому дуэту очень даже рад. Был у Азнавура и яркий, и запоминающийся путь в кинематографе. Он снимался у таких мастеров, как Фолькер Шлендорф, Атом Эгоян и Франсуа Трюфо. В его фильмографии более 60 ролей. Многие из них просто выдающиеся, но моя любимая, конечно, в «Стреляйте в пианиста» Франсуа Трюфо. Это был второй полнометражный фильм режиссера после 400 ударов. Настоящая классика новой волны французского кино. Тандем красавицы Мари Дюбуа и Шарля стал настоящим украшением и до сих пор остается в памяти многих искушенных зрителей со всех уголков мира. Знаешь тех парней, что преследовали твоего брата? Нет, а что? У меня такое чувство, что они идут за нами. Посмотри в мое зеркальце. Все это, конечно, сделало Азнавура не просто символом Франции и Парижа, а в том числе экспортным брендом, олицетворяющим величие Франции за рубежом. Думаю, что для каждого, кто имеет отношение к Армении, его голос стал частью сопровождения, частью той атмосферы, в которой мы живем все эти годы. Но Азнавур — это не просто красивая мелодия, играющая на фоне. И дело тут даже не в его классе или таланте. Просто так бывает. Чтобы человек стал по-настоящему великим, он должен совершить какие-то социально важные шаги. Иногда пойти против системы, но и это не обязательно. Главное, чтобы они были последовательным проявлением его ценностей. Одно дело, когда ты поешь, и многие любят тебя слушать. Совсем другое, когда ты можешь манипулировать лицами, принимающими решения, заставляя их остановить войну или помочь нуждающимся. Вот это реализация ресурса. А его главный ресурс — присутствие. Одна простая манипуляция. Либо вы даете мне то, что я хочу, либо я ухожу. Он прекрасно понимал свою ценность. Не будет его, не будет и праздника. И к нему прислушивались. В 1972 году Азнавур выпустил песню про травести артиста, которая напрямую поддерживала права геев. Le travail ne me fait pas peur, je suis un peu décorateur, un peu styliste, mais mon vrai métier c'est la nuit, que je l'exerce travesti, je suis artiste. Для того общества это была настоящая дерзость и настоящий вызов, ну а для Азнаура такое проявление было вполне естественным, потому что он-то исходил из вневременных ценностей. Неважно, кто ты, главное, чтобы ты мог быть собой и сохранить достоинство. В первый раз я женился по молодости, во второй по глупости, а в третий по любви. Эта фраза, сказанная Шарлем, стала квинтэссенцией его жизненных уроков о браке. Азнавур действительно был женат трижды, и каждый из этих союзов отражал отдельную главу его жизни. Первая жена, Мишлин Рюгель, вошла в его жизнь в момент, когда он только бился головой об лед, отделяющий его от большой сцены. Они поженились в 1946 году, брак продлился 6 лет. Это был союз двух молодых людей, которых связывала романтика. Но, как часто бывает, романтика сама по себе недостаточное топливо, чтобы хранить эту связь, будучи за океан друг от друга. Долгие гастроли в Северной Америке стали финальным испытанием. Но если отношения закончились, не значит, что они были плохими, особенно когда они принесли такие плоды, как дочь Седа и сын Шарль-младший. В дальнейшем Седа станет певицей и актрисой, будет выступать с отцом и подарит ему внучку Лиру и внука Джейкоба. В 1955 году в игру вступила Эвелин Плесси. Она тоже была певицей, провинциальной и малоизвестной, но очень амбициозной. Их познакомили друзья, вступив в отношения, Шарль с Эвелин поселились на Монмартре. Через год у них родился сын Патрик. Казалось бы, счастье семьи было полным, но жизнь распорядилась иначе. Эвелин ушла с головой в заботы о ребенке, а Шарль погрузился в творчество. Концерты, студийные записи, съемки в кино. Он был человеком мира, который не мог стоять на месте. Эвелин же ревновала его не только к другим женщинам, но и к его работе, которая всегда была на первом месте. Эта ревность стала трещиной, разломавшей их брак спустя всего несколько лет. Безусловно, сложно жить с человеком, который переживает невиданный карьерный взлет. Скорость его жизни оставляла Эвелин возможность разве что глазами следить за развитием событий. Самым большим испытанием стала судьба их общего сына Патрика. В 25 лет жизнь трагически оборвалась. Его нашли бездыханным. Шарль редко говорил о боли, которую ему принесла эта утрата, но одна из его песен «Игла» стала немым криком об этом и не оставила сомнений относительно причин этой трагедии. Dans ton corps mutilé,
l'espoir trahi, tout clouant dans la nuit, sans vie. L'aiguille. Когда-то давно кто-то из журналистов написал, что Азнавур был женат трижды, но главной женщиной в его жизни была Эдит Пиаф. И для 60-х это было правдой, но эту фразу стали перепечатывать каждое десятилетие, и из наших времен она выглядит устаревшей и несправедливой. И у этого есть причина, и у причины есть имя – Ула Торсель. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. Летом 1964 года Шарль случайно встретил свою, как он потом скажет, судьбу в одном из клубов Сен-Тропе. Это было время беззаботных курортных вечеринок, и в шумной компании друзей он заметил молодую блондинку с длинными прямыми волосами, светящимися голубыми глазами и ослепительной улыбкой. Ее звали Ула Торсель. Она была шведкой, которая приехала во Францию в поисках работы. Ула работала манекенщицей, но быстро устала от роли куклы, ей хотелось свободы. В то время она планировала вернуться в Швецию, где ее родители настойчиво советовали устроиться в банк и сменить, так сказать, светскую жизнь на шведскую. Азнавур был очарован с первого взгляда. Ула не знала, кто он, и в этом была ее естественность, которая его привлекла. Однако, несмотря на свое нарастающее чувство, он не спешил с предложением. «Чем быстрее женишься, тем быстрее разведешься», — говорил Шарль, будучи заложником собственного опыта. Ула, видя его нерешительность, в какой-то момент оставила Францию и вернулась домой. Расстояние только усилило тоску. Во время гастролей в Сан-Франциско Шарль понял, что жить без нее дальше не представляется возможным. Позвонив Улле, он попросил ее заказать свадебное платье, и в январе 1967 года они поженились в Лас-Вегасе. Если муж и жена разные, это хорошо. Я энергичен, а жена спокойная. Когда я психую, она может меня успокоить. Этот брак стал для Азнавура переломным. Ула моложе его на 20 лет. Строгая, скромная и сдержанная скандинавка идеально дополнила его энергичную натуру. Их союз стал примером для окружающих. Ула не искала внимания публики, не стремилась к громким заявлениям, и это внесло гармонию в их жизнь. Она помогла Шарлю сохранить баланс между артистической карьерой и домом, который стал для него тихой гаванью. До этих времен у Шарля была репутация ловеласа и тусовщика. В его жизни были атрибуты звезды MTV 80-х. А после женитьбы жизнь стала дрейфовать в сторону осознанности, умеренности. Он сменил Rolls-Royce на более экологичную машину, не стало скандалов, которые привлекали желтую прессу, им просто не о чем стало писать. Об этом, кстати, и Шарль сам говорил, что дело не в том, что я хорошо прячу концы в воду, а в том, что просто-напросто нечего прятать. И в итоге они прожили вместе более 50 лет, то есть всю его оставшуюся жизнь. В 1969 году родилась дочь Катя, в 1971 Миша и в 1977 Николя. Николя, кстати, переехал жить в Гюмри и со своей женой Кристине Саркисян управляет благотворительным фондом имени отца. Миша стал парижским писателем, Катя певицей и даже выступала с отцом в качестве бэк-вокалистки, а со своей старшей дочерью Седой Азнавур пел по-армянски еще в 80-х. Բարև։ Աշխարհի միակ երազանքս, որ ձեզ ֆիզիկապես անձամբ տեսնեմ։ Оказывается, можно вернуться туда, где ты никогда не был. Примерно такие ощущения были у Шарля во время первой поездки в Ереван. К этому моменту ему уже было 40, а его песни знали и пели в японских деревнях. Корни отца в Грузии, мамины в Турции, но чтобы узнать себя настоящего, приехать нужно было именно сюда. Помощь Армении он считал своим важнейшим проектом, хотя участвовал в благотворительности по всему миру. Перелом в этом отношении случился 7 декабря 1988 года в 11 часов 41 минуту. Катастрофическое землетрясение, серия подземных толчков за 30 секунд практически уничтожила город Спитак и нанесла сильнейшие разрушения другим армянским городам. 25 тысяч погибших и более 500 тысяч людей
остались без крова. Մենք խոսում ենք մեր շփ մաշտոցի մասին, մեկ ցենը լսվեց։ Դասատուից ձերքը ես բռնեցի ու շենքը փլվավ։ Шарль основал ассоциацию «Азнавур для Армении» и записал песню «Для тебя, Армения», подключив около 90 французских певцов и актеров, чтобы оказать финансовую помощь пострадавшим людям. Было продано более 1 миллиона пластинок, а песня заняла первое место в чарте синглов и оставалась там на протяжении 10 недель. Клип к песне снял кинорежиссер армянского происхождения Анри Вернёй. Он всегда использовал свою известность, чтобы оказать поддержку своей исторической родине – финансовую, политическую, моральную. Его фонд «Азнавур Армении» собрал миллионы на благотворительные цели. В декабре 2008 года Азнавур получил гражданство Армении, с 2009 года он был послом страны в Швейцарии и в ЮНИСЕФ. Он часто говорил, что считает себя французом от мозга до костей и при этом очень глубоко погружен в армянскую тематику, и эта часть себя для него тоже очень важна. Если мы сейчас посмотрим цитаты Азнавура за всю жизнь, они могут показаться не совсем последовательными, потому что сложно сочетать в себе два начала, две цивилизации. Рано или поздно они должны войти в противоречие, и одна идентичность поглотит другую. У меня есть два объяснения. Во-первых, когда человек живет так долго и тем более себя так ярко проявляет публично на протяжении стольких лет, можно сказать, что он просто проживает несколько жизней, и внутри этих жизней, конечно, его слова должны отличаться, потому что жизнь меняется, мир меняется, и внутреннее состояние, конечно, тоже меняется. Во-вторых, Азнавур просто исключение. Он не француз и армянин по 50%, он француз на 100% и армянин на 100%. Просто у этого человека двойной объем сердца. Вот его слова после бархатной революции в 2018. Мы, армяне, смогли показать, что слова «народ», «родина», «флаг», «культура», «религия» и «семья» являются нашими ценностями, и что каждый армянин в своей стране имеет равные права и свободы. Я, возможно, самый французский из всех армян, но я горжусь своей Арменией и никогда не скрывал этого. Азнавур не мог жить без сцены до самого конца. Когда его спрашивали, не думает ли он в его преклонном возрасте слегка нажать на тормоза, он отвечал с улыбкой: «А я что делаю? Раньше у меня было от 200 до 250 концертов в год. Теперь максимум 70». А когда его супруга Ула аккуратно спросила, не пора ли закончить карьеру, он ответил коротко, но твердо: «Либо я буду петь, либо умру». Ну, она и пожала плечами: «Тогда пой». Подобные разговоры случаются в большинстве семей, только чаще заканчиваются словами «тогда пей». Азнавур ушел так же, как и жил, на пике, с оптимизмом и силой. До последнего он продолжал выступать, петь, писать песни, помогать людям, в общем, вел очень активный образ жизни. Оказывается, можно вернуться туда, где ты никогда не был. Но настоящая магия заключается в том, что, вернувшись, можно оставить след там, где тебя никогда не забудут. Азнавур не просто символ Армении, он был голосом Армении в мире. Его жизнь — это урок надежды и утешения. И сегодня, вспоминая Шарля, мы можем быть уверены, что его слова, голос и дух не утратят своей силы, потому что они естественная часть жизни. А жизнь, как оказалось, продолжается. Если хотите, чтобы подобные ролики выходили регулярно, поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите об этом в комментариях. Увидимся на Баграмян 25. До встречи! Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil.